Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on a way after she blow me like some hot soup. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы находитесь на YouTube-канале Бруск. Уже через пару недель главная кальянная выставка мира Hookah Club Show откроет свои двери. А прямо сейчас я нахожусь в экспофоруме в павильоне G, в котором пока что ничего нет. И за моей спиной уже совсем скоро будет возведен крутой большой стенд нашей компании. В этом году мы покорили новую вершину, взяв стенд на 1000 квадратных метров. Естественно, на нем будут дегустационные бары, где помимо знакомых всем продуктов мы будем представлять две новинки. Одна очень долгожданная – это табак для кальяна, а вторая новинка, достаточно неожиданная даже порой для нас самих – это газированные напитки. Мы очень много работали над тем, чтобы успеть сделать все к выставке, и, собственно, у нас все получилось. Смотрите, у меня есть довольно большое опасение, что у нас может какие-то большие, крупные, серьезные задачи слететь из-за того, что мы можем не успеть, из-за того, что мы можем просто об этом забыть. Нам надо как-то этот момент решить. Либо мы сейчас действительно четко садимся между собой, распределяем там перечень блоков задач, и каждый там делает себе дедлайны, расписывает их, и мы знаем о дедлайнах другого человека, либо мы подбираем дополнительные какие-то физические силы. 3 человека. Да, 3 человека. Там всех такая фишка? Один из них. Продолжайте без меня. Мы собирались, что это букет. То есть получается 2 парня. Мы сейчас практически все здесь находятся люди, которые летят четвертым. И мне кажется, что нам нужно проговорить, кто каждый чем занимается 4 числа. Понятно, я иду там с тобой подписывать бумажки, да, кучу бумажек. Нам надо найти, чтобы где они купили, они не будут сами искать. Да есть знакомые фотографии у меня, по крайней мере. Я прошу так под активной просить. Ну что, Кир, какие у тебя ощущения от генерального спонсорства? В 2020 году у нас был стенд 30 метров, как ты помнишь, в 2021 300, в 2022 1000, а значит, все делаем правильно. Идем. Да, вы молодцы, верно. конечно, быстро очень развиваете. Но это видно, в общем. Еще хорошо, что у вас не только табачное направление, а у вас еще и вейпы. Мы делаем все для потребителя, да, если ему удобнее использовать такое устройство или там курить кальян, предоставляем все, чтобы ему было комфортно, удобно. Слушай, все говорят о том, что у вас было какое-то ощущение того, что вы будете генеральным спонсором, почему вы взяли такой большой стенд с самого начала. Были такие мысли? Мыслей не было. Нам просто нужна была площадь, чтобы презентовать все свои продукты, и чтобы это было удобно для людей, чтобы не было там сильной толкучки, чтобы организовать там грамотный сервис, чтобы людям было комфортно. А это можно сделать при учете там нашего количества продуктов только на таком большом стенде. Вот. Может, для кого-то он большой, для нас это как раз такой оптимальный размер, чтобы мы могли все это сделать удобно для людей. А что будет на стенде? На стенде будет много зон. Конечно, большую часть занимают кальянные бары, лаунж, B2B. То есть у нас 2 цели. Это показать продукт нашим потребителям и пообщаться с нашими партнерами. То есть нам очень важен тесный контакт. А зачем вам сцена? Что у вас на сцене будет? На сцене будет пока секрет. Хотим сделать как можно больше интерактива, чтобы было интересно, чтобы это было не просто «попробуй, иди дальше, там, попробуй, купи». Вот, чтобы можно было взаимодействовать вместе с нами, возможно, это будут какие-то игры. Вот об этом, да, ты как раз, я думаю, ты увидишь. Без проблем? Смотри. Вот. Офигеть. Как Конечно. тебе наш стенд? Целый город просто. Вот она сцена, да, посерединке. Да, кальянные бары, здесь будут новые продукты. У нас вообще сегодня день форс-мажор, случилась такая ситуация. У нас ребята, основная команда, которая летит сейчас в Питер, 3 раза задержали рейс. К сожалению, они не успевают прилетать и помогать, то есть вместе со всей разгрузкой, да, то есть с подготовкой продуктов и так далее. Пришлось это делать все ограниченным количеством людей, вот, но я считаю, что это все очень, очень хорошо идет. Блядь.
Первое, это, наверное, то, что я в компании не так давно, и это мое первое отчетное мероприятие в компании. Это самый сложный момент. То есть это момент притирки к команде, да, то есть потому что какие бы классные люди не были, но мы всегда знаем, что мы притираемся, что мы знакомимся, да, то есть и это первый момент. И второй момент, это то, что я человек новый не только в компании, но и в индустрии, да, и пришлось очень быстро изучать индустрию, очень быстро изучать людей, очень быстро изучать всю систему. Соответственно, наверное, это самое было сложное. Чтобы он мне позвонил, я его встретила, пропуск ему сделала. Хорошо, ждем, спасибо. До свидания. У меня очень хорошие всегда коммуникации с парнями. Ну, то есть у меня нет такого, что у меня с парнями лучше, с девочками хуже. То есть я считаю, что все решается в первую очередь через человеческое отношение. То есть работа работой, это все понятно. Но первое и самое главное – это человеческие контакты. И с парнями можно настроить офигительные человеческие контакты, что, собственно, наверное, надеюсь, у меня, может быть, получилось. Вот. Ну, судя по тому, как мы работаем, судя по тому, как мы общаемся, и работать с парнями очень легко. Первая причина, потому что парни практически всегда думают холодной головой, а не эмоциями. И это очень важно в организации мероприятий, и это передается вот этим коллективным мне. И я, соответственно, тоже сохраняю некую такую системность, да, организованность, да, что если есть проблема, ее можно решить. Если нельзя решить, то это не проблема. Вот так парни обычно думают. И поэтому это передается мне, и помимо этого парни умеют поддерживать. Слушай, у него записывают, микрофон же у меня. Тебя не записывают. Меня записывают. Раз меня слышно? Да, он кивает дважды. Микрофон у меня. Он дважды кивнул. Да тебе просто повесили, типа, у тебя есть микрофон, ходил, но это у тебя не работает. Ну смотри, раз, смотри. Да, это вообще-то мне был предназначен. Тише. Ну-ка, верни на место. Все, время вышло. Несколько дней подряд мне реально снилось, как я иду по готовому стенду, смотрю так, здесь то. Стоп, лимонада не там. Ну, наверное, неделю последнюю были такие моменты, когда мне снилась площадка, мне снилась выставка, мне снилась команда. Я просто считаю это состояние нормальным. Вот, потому что в такой работе по-другому не бывает. Ну, если ты ее любишь. Ну, собственно говоря, мы с вами на ХКШ 2022. По подготовке, в принципе, да, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, у нас, ну, все, наверное, идет 50 на 50, ну, условно. Это честно, зато честно. Короче, нету реально. Ладно. Пытались помочь ребятам наклеить этикетки, я не знаю, как это назвать, на стеллажную систему. Ну, чтобы вкус совпадал с этикеткой, чтобы просто визуальный контакт был быстрее. Но этикеток не оказалось нужных. Все как мы любим, блядь. Все как мы любим. Я думаю, что часам к 2-3 ночи мы точно закончим. Но если ребята приедут, то будет быстрее. Друзья, ну что, а у нас еще просто куча работы. Мы ничего не успеваем. Ну а что у нас получилось, вы узнаете завтра. В первую очередь мы хотим показать для других компаний, что никогда не стоит опускать руки, все всегда впереди. Главное набрать качественную, хорошую команду, которая будет заинтересована в успехе, и все у вас получится. Ну что ж, друзья, свои двери открыла самая крутая выставка в мире Hookah Club Show. И мы, отстроив крутой стенд, хотим вам его теперь показать. На входе существует вот такой план. Здесь указаны все бары с дегустациями. Давайте сначала остановимся на табачном баре. 20 ароматов, бленд на основе итальянского берли, умеренная крепость. В прошлом году мы представляли на Hookah Club Show Brusco Beat. В этом году также он здесь есть. Все 14 ароматов можно попробовать. Бар с основной линейкой без табачной смеси. Мы сегодня представляем 3 аромата. Это персик с бананом и клубникой, это виноград и это клюква. Их можно попробовать только здесь. В продаже они появятся не раньше, чем недели через 2-3. Тут у нас начинаются интерактивы, диджей, разные банки. Вот эти прекрасные ребята, которые бегают по всему стенду. Вот эти вот в том числе. Крутая фотозона, неоновая, красная, с зеркалами. Все выглядит красиво. И совсем рядышком вейп-бар
Здесь можно попробовать наши жидкости на разных устройствах. Ребята все подскажут, объяснят. Точно можно подобрать что-то на свой вкус. Огромный ажиотаж уже сейчас на нашем баре с лимонадами. Вот в таком формате сегодня все дегустируют наш новый продукт. Приобрести его можно в зоне маркета. Пойдемте туда. Огромный шоп. Здесь представлены наши все продукты во всех возможных вариациях. Очень удобно установлены ценники. Также идет слайд-шоу с ценами на фоне. На эту выставку мы привезли много мерча. Отпечатали новые крутые футболки с крутыми принтами, худи, свитшоты. А это наш B2C лаунж для наших прекрасных потребителей. Здесь можно попробовать нашу вейп-продукцию. Ребята вам все очень грамотно расскажут и покажут. А вот здесь можно пройти внутрь, посидеть, отдохнуть, попробовать наши новинки. Я надеюсь, в будущем мы когда-нибудь построим свой космический корабль. Я думаю, мы на пути к этому. И когда-то мы сможем точно это сделать и утереть нос всем хейтерам. Было много трудностей, да, как мы сюда добирались, то будет, то не будет. В итоге мы здесь, и это круто. Мы бы, если даже самолет бы отменили бы, мы поехали бы на машинах, пешком, мы дошли бы. Но я верил, пока мы придем, они сами все бы сделали бы, все было бы круто. Ребят, сейчас кто, например, особо кто первый раз на выставке, да, все переживают, все волнуются. Ребят, не волнуемся, потому что мы реально команда, мы это каждый раз доказываем. Любая сложность мы преодолеваем только сплотившись вместе. Ребят, справа, сзади, сбоку, там, я не знаю, сверху, снизу. Поддерживаем друг друга, все знают, что могут рассчитывать друг на друга. И только так мы всех победим. Мы лучшие! Как настрой? Как настрой? Как настрой? Ура! На самом деле, когда начинали тогда, ты помнишь, у меня с вейпинга канал в целом начинался. Потом просто в одно время очень резко перескочил обратно на кальяны, и так получилось, я думаю, ну типа сфера деятельности поменялась, нужно будет попытаться и блог туда увести. Ну и начал первые видосики снимать худо-бедно, как-то что-то вроде бы даже получалось. И с тех пор вот зацепило, забрало, и не могу от этого отказаться, потому что в сердечке. Это сложно назвать лекцией на самом деле, потому что для ее проведения требуется парень с юга и бутылочка воды. И это больше рассказ о том, как выглядит обратная сторона кальянного блогинга. Как и на любой работе, здесь не будет просто. Если кто-то думает, что вот, есть блогер, которому там что-то прислали, он покурил, он молодец, это немножко так не работает, к сожалению. Такая же сложная работа, как и все остальное. 22 гораздо интереснее, чем был 21 в плане стенда, в плане работы вообще, в принципе, с персоналом, который приехал от Бруска. То есть вся команда, ребята все заряженные, очень крутые, много новых лиц. На самом деле, в прошлом году, насколько я помню, команда была намного меньше, чем в этом году. В этом году стенд весь абсолютно забит ребятами с Самары, с разных уголков России. Круто, очень круто. Опять же, по масштабу стенда это совершенно другие объемы, совершенно другие размеры. Это просто круто. YouTube – самая сложная площадка по алгоритмам, по тегам и по прочему. С YouTube придется очень долго, нудно работать. Лимонад было, вот, кстати, вот первое, можно за лимонад зацепиться, было очень неожиданно. Типа, я вот не думал даже, что что-то такое может появиться у вас. Это круто, это на самом деле круто. Я попробовал пока что только 2 вкуса, это интересно. Даже если это попадает в розницу, в какие-нибудь крупные магазины, это будет прям пушка. Если мы берем табак, все вкусы еще не успел попробовать, но на самом деле есть уже то, что я для себя отметил. В любом случае, уже когда будет это дома прокур, нормальный, который я уже сам буду делать своими руками,
Будет интересней, но есть вкусы, которые я уже для себя отметил, а это хорошо. Помните про то, что нужно развивать любые соцсети, которые у вас подключены к вашему каналу. Неважно, что это за ресурс. Это может быть ВК, да, даже такое возможно, Телеграм, Инстаграм, ТикТок. Любая, которая привязана к другому блогу. Блин, на самом деле вот это вот крутая история, когда компания начинает всесторонне развиваться. Я уже давным-давно говорил, типа, у всех есть мерч, есть штаны, есть футболки. Кто-нибудь выпустите нормальные кроссовки. Нужны кроссовки. Но я по возможности где-то, когда успеваю присесть, стараюсь каждому человеку ответить, чтобы он подошел, нашел меня, мы сфоткались, и чтобы просто человек ушел доволен, потому что все вот это вот, оно делалось для него, для человека. На начальном этапе, когда продукт мне только приехал, ты мне его тогда отправлял, прям очень-очень много отправлял. Я прокурил, были недочеты. Следующая партия, которая уже была, там уже было чуть все более-менее доработано. Я это дело покурил, и мне зашло, я просто связался с вами и сказал: ребят, продукт мне нравится, давайте поработаем. Собственно говоря, так и сложилось и на протяжении всей дистанции, сколько мы с вами работаем, это примерно 1,5 года. Все хорошо, продукт устраивает. Да, есть какие-то вкусы, которые не особо удачными получаются, либо не особо яркими, но тем не менее, у компании идет в правильном направлении, много дропов за год идет, много интересных новиночек, и в целом мне нравится работать с этой командой. Сейчас будем подводить итоги розыгрыша. Разыгрываем вот такой блогер-бокс за самую креативную сторис. Там 40 банок табака и крутой мундштук. Вот на такой классной цепочке. Вот такой вот классный мундштук. Самое время подвести итоги, я думаю. У нас там было 4 финалиста. И прямо сейчас я просто ткну куда-нибудь мимо, и мы узнаем финалиста. Усредненный ответ 2. Mom of Dolores. Ты здесь? Есть тут такой? О, это ты. Идем сюда. Это просто пушка, огонь. Расскажи, как тебе табачная линейка наша? Начну с того, что я обожаю Бруско. Мы здесь уже 2 года. В первый год я здесь была. Я прошла все кальяны, но я вернулась сюда. Мне безумно нравится Бруско. Я очень счастлива, что я выиграла. Мне кажется, самое время найти кого-нибудь и спросить мнение наших новых продуктов. Погнали! Мне очень понравилась черная смородина, и вдалеке есть мята. Мята очень приятная, не так, как Dark Side Supernova, не слишком холодная, приятно идет. Я люблю покрепче, но банан прям чувствуется очень. А остальные вкусы пробовал? Сейчас только с киви начал, тоже прям очень достойно. Мне очень понравилось яблоко. Как парень презентовал, что это не кислое, не сладкое, а вот какое-то желтенькое, я сразу в моменте его прям почувствовала. И корица, коричный десерт, супер мягкий, здорово. Boots Bruno on Miley when I pop out like lightness. Polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Как, в принципе, и каждый год, ребята из Суперрадио пригласили нас на эфир, и мы сейчас идем вот туда, в Media Tower. Погнали. Вопрос следующий. Какие у тебя были первые эмоции, когда ты зашла на наш стенд сегодня или вчера, не знаю, когда ты первый раз зашла на место? Да, я зашла еще вчера, но вчера мне не удалось. Первые, кстати, эмоции как раз-таки те, что у меня разбежались глаза, я такая: а где табак, где нужно пробовать табак? Мне пришлось прям обойти ваш стенд, чтобы все-таки найти вашу табачную продукцию, потому что он действительно огромный, действительно масштабный. Я, кстати, безумно рада, что вы заняли генеральное спонсорство, потому что вы вызываете у меня только положительные эмоции. И попробовав табак, я скажу, что я начала с яблока. Я уже рассказала немножечко, что мне оно безумно понравилось, потому что оно необычное, оно не кислое, оно не сладкое, оно что-то между, оно прям такое, как будто ты его кусаешь и чувствуешь даже вот эту мякоть, которая вот прям такая уже немножко перезревшая. Есть какая-то легкая текстурка у него, да, интересная, да, согласен. Присутствует. В следующем году мы приедем на Hook Club Show, и один зал просто ваш будет, я так понимаю. Все может быть, все может быть. Я не буду отрицать или соглашаться. Все что угодно. У меня есть четкая установка на эти 3 дня. Это отключение практически всех эмоций, включение холодной головой, потому что я знаю, что организатор на площадке должен работать мозгом. А для того, чтобы очень мозг хорошо и свежо работал, нужно отключать эмоции по максимуму. Но вчера я начала получать наслаждение. То есть я начала смотреть... Мне очень тяжело, на самом деле, видеть процесс именно
картинку видеть, потому что я вижу детали, я вижу то глубокое внутреннее, да, то есть там какие-то блоки, какие-то детали, и я вижу все очень отрывисто, картинками. Но я не вижу общую картину, потому что это невозможно, ну, то есть нереально. Но когда вчера начался движ на сцене у нас на второй день, я стояла и понимала, что да, все работает как часы. И когда рация молчала на протяжении 30 минут, она молчала не потому, что она сломалась, а она молчала потому, что у всех все было действительно хорошо. Я начала получать наслаждение. Всегда можно лучше. Нет какого-то, знаешь, потолка, предела, что вот сейчас сделано вот супер круто, и мы на этом остановимся. Нет. И всегда есть недоработки, всегда есть косяки. То есть я хожу, да, общаюсь с ребятами, все говорят: о, все как круто, замечательно. А я, например, там за первый день насчитала в районе 100 косяков, да, которых можно было бы исправить. Они мелкие, маленькие, но их можно, допустим, было бы исправить, да, то есть их мы будем исправлять. Поэтому после выставки я приезжаю, обычно процесс такой, там, после мероприятия я приезжаю, сажусь, выписываю все эти недочеты, соответственно, и дальше я понимаю, какие недочеты мы стоит нам избежать. То есть, и вот только, на мой взгляд, только так мы можем поднимать планку. Это исторический момент, на самом деле, потому что очень много крутых новинок, 1000 квадратов, ну это просто с ума сойти, мне кажется, в истории таких шоу еще не было. Отзывчивые люди, все добрые, у всех бешеная энергетика. Вообще ощущения от выставки мега положительные. Все 3 дня драйвовые. Большое спасибо всей команде, компании. Люди просто шедеврально классные, мега позитивные отзывы. Гордость за свой продукт. Очень приятно находиться на сцене. В этом году более все грандиозно, масштабно, и у нас очень много мерч-продукции. Впечатления самые положительные. Я уже 3 дня ношусь со стабилизатором и с телефоном. После того, как заканчивается выставка, я еду сразу же просто в гостиницу, и это все монтирую прям на коленке за 10 минут. Безумный вайб, люди заряжают, контингент самый кайфовый. I just made 1000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. I've been on the west side, cause that's where I stay. I just made 1000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Ася, рада тебя видеть, спасибо, что уделила нам время. Хочу узнать твои впечатления от текущей выставки по сравнению с предыдущей, как все проходит. Слушай, но на данный момент, да, она еще не закончена, поэтому говорить обо всей выставке рано, наверное. Но в целом, по сегодняшнюю минуту, я всем очень довольна. Главное, в первую очередь, у нас достаточно много людей, и это очень здорово, потому что никто не ожидал, честно признаюсь, даже я не ожидала, что придет столько людей. Мы всего-навсего на 1000 меньше, чем в прошлом году, но это на 1000 больше, чем в 2020, поэтому это, в общем, достаточно большая цифра. 14 000 человек на площадке, это очень здорово. Это заметно, да, у нас прям целый аншлаг на стенде, постоянная очередь к новым продуктам, много людей, много впечатлений, много общения. У вас вообще в этом году же еще и табак вы вывели, поэтому у вас теперь получается вообще полная линейка и вейпа, и без табачка, и табак. У нас очень, да, много новых продуктов. Один из них, да, это ожидаемый табак, да, все ждали, мы практически год его готовили к выпуску, и очень приятно слышать позитивную обратную связь от людей, что да, это круто, это вообще не без табачки, совершенно 2 разных продукта, и табак с моновкусами там зашел потребителям, слышим только позитив. Ну и, конечно же, лимонады, это просто какой-то фурор, да, все были в шоке, что никто не ожидал, во всех пабликах, где мы говорили, а угадайте, что мы представим, ни одного не было правильного попадания, что это будет лимонад. Вы, можно сказать, такая хук-клаб-шоу современного вида в одном стенде. То есть, если есть компании, которые занимаются только табаком, только без табачка или только вейпами, границы размываются, и мы поглощаем и вейпы, и жевательный табак. Он входит в нашу индустрию, и выставка срез индустрии, она показывает это. А ваш стенд точно такой же, который включает в себя вообще все направления. Как тебе вообще подготовка в целом? Я помню, да, эту бессонные ночи, нашу с тобой неделю. Спасибо, что ты была на связи, да, всегда держала в курсе. Я понимала, да, как действовать дальше. Спасибо тебе за помощь. Как ты себя чувствуешь? Ужасно себя чувствую, конечно. Это было очень-очень тяжело. Настолько тяжело, что, в общем, передать словами это невозможно. Но главное же, что получилось. Ну, как я могла предать? Вот всех этих людей, которые сейчас ходят, говорят мне там слова благодарности. Это те люди, которые реально хотели сюда приехать, и для них это было важно. Ась, я тобой восхищаюсь, и вот эта выставка – это огромная польза для нашего бизнеса, потому что
такой концентрации бизнес-партнеров и потребителей ее не найдешь больше нигде. Если бы вдруг что-то пошло не так, нам пришлось бы экстренно устраивать какой-то тур по городам, а это и временные затраты огромные, и людей надо много, и качественно презентовать продукт невозможно так вот локально, такими маленькими мероприятиями. А здесь мы на всю мощность показали себя и охватили как можно большее количество людей. Спасибо тебе огромное за это. Спасибо, что поддерживаете, вы вообще большие молодцы. Я прям, правда, искренне восхищаюсь. Не потому, что вы генеральный спонсор, не потому, что ты моя подружка, а потому что, действительно, как компания вызываете огромное уважение. Если ты почитаешь какие-нибудь посты, кто-нибудь выкидывает какой-нибудь хейт, и вот тут же захейчивают, говорят о том, что ты понимаешь, это хороший продукт, это реально объективно хороший продукт, и многогранный продукт, поэтому вы молодцы, действуете правильно, и такими темпами будет все еще круче. Спасибо тебе, Ась. Разыгрывать призы. Вы готовы? Не слышу! Готовы? Отлично! Передаю микрофон. Давайте сразу покажем все наши призы. Напоминаю, это 5 AirPods и будет 5 победителей. Неужели вы не хотите AirPods, ребят? Они сейчас вообще стоят как самолет просто, вы чё? Давайте поприветствуем еще одного победителя. Великолепно вообще. Я так понимаю, ты у нас еще один потенциальный победитель. Нужны документы. Да? Все верно. Ты получаешь свой приз. Прямо сейчас и прямо здесь. Давайте поприветствуем. Да, спасибо, Степ. Я как раз хотел вас всех попросить поздравить прекрасных наших девчонок с этим прекрасным праздником. Давайте пошумим для них. Встречайте, невероятная и неудержимая Ася! Всем привет! Привет, моя индустрия! Вы такие замечательные, вы так меня поддерживали. Спасибо вам огромное. Похлопайте сами себе. В номинации «Самый эффективный бренд» побеждает компания «Бруско». Компания «Бруско»! Спасибо, ребят. Очень рады, что мы стали самым эффективным брендом. Это только благодаря вам и вашей любви к нашему бренду. Спасибо. Лучшей бестабачной смесью года стала компания «Бруско». Какая прелесть! Самый известный бренд среди электронок и самый известный бренд среди табака. Компания «Бруско». Самая популярная электронка. «Бруско» вновь на этой сцене! Дайте им аплодисментов! «Бруско» молодцы! Реально настоящая промо-активность, когда есть какая-то игра, когда есть какие-то придумки, когда есть какой-то креатив, она была очень хорошо сделана на стенде «Бруско». И вновь на этой сцене уже 3-й раз подряд компания «Бруско». Нам просто кадры неудачно вышли, мы решили еще раз выйти. Молодец. Жить одним домой! Одним домой! Иди домой! Встречаться свет и слышать, как проснешься не со мной! Вместо так легко дышать закрытое окно и повторять ей лишь одно. Не потеряй его и не сломай, а вынеси вдоль наших дорог. Люди туда спит, но не вкрой, пусть его теперь в твоих глазах. Не потеряй его и не сломай. Я считаю, что, в принципе, какие-то слова излишние. Все, что здесь происходит сейчас, оно лучше всех слов показывает, как это круто было. Спасибо всем вам. Мы взяли 4 номинации. Я думаю, мы на этом закончим наш прекрасный фильм. Всем спасибо. Подписывайтесь везде.
пишите комментарии, как вам этот фильм. А мы будем дальше работать для вас. Всем спасибо. Бруско!